Холодная лапша. Летом хочется, конечно, чего-нибудь холодненького, но не всегда не остренького. Сегодня готовим очень интересный рецепт, такой в свободном стиле, то есть к основному ингредиенту лапша вы сможете добавить ваше любимое мясо или убрать мясо и ваши любимые овощи. Здесь приведен набор овощей и мяса, который использовала я. Как я и говорила, любые овощи, любое мясо, даже в виде фарша, как говорится, все, что в холодильнике есть или от чего надо избавиться. В общем, все пойдет. Мы нарезаем овощи кусками такого размера и такой формы, какой нам, собственно говоря, нравится. Естественно, чем куски более меньшего размера, тем быстрее они приготовятся. Основная форма, которую нарезала я, это где-то средний размер, средний и форма кубиком. Зеленый лук нам потребуется для приготовления острого масла. Все пропорции приведены в самом начале и в расчете на 2 человека. Перец чили может быть как красный, так и зеленый, это не важно. Мясо использую говядину, можно использовать курицу, свинину, неважно, в виде фарша или же не в виде фарша. И теперь нам нужно его замариновать, мясо. Добавляем соевый соус 1 столовую ложку, сахар тоже в объеме 1 столовой ложки. Также добавляем кунжутное масло 1 столовая ложка и немного черного молотого перца. Тут уже дело вкуса, сколько его добавить. Все это мы хорошо перемешиваем, массажируя и даем промариноваться где-то 20 минут. За это время мы успеем подготовить лапшу. Лапшу используем сомен, около 250 грамм, это в расчете на 2 порции. Обратите внимание, что эта лапша, она круглая и очень тонкая. Что нам нужно сделать дальше? Мы доводим до кипения воду и солим, где-то пол-столовой ложки соли. Вода должна быть в таком объеме достаточном, чтобы отварить лапшу. Закладываем всю лапшу, имеющуюся в кипящую воду, и опять доводим ее до кипения. После того, как лапша закипит, заливаем 1 стакан холодной воды и снова доводим лапшу до кипения и снова заливаем 1 стаканом холодной воды. Когда лапша закипит в 3-й раз, мы перекладываем ее в холодную воду, чтобы ее остудить. После этого мы должны промыть лапшу в холодной, желательно проточной воде. Под краном делаем это мы так, как будто бы мы ее прополаскиваем. Затем отрясите лапшу и дайте ей отечь. Теперь делаем острое масло зеленого лука. Для этого нам потребуется красный молотый перец чили 2,5 столовые ложки и растительное масло 75 мл, где-то около 5 столовых ложек. Заливаем на сковороду и сразу же закладываем зеленый лук и нагреваем зеленый лук и масло вместе. Немного пассируем лук в масле, пока не почувствуем явный его насыщенный аромат и он не начнет немного менять уже свой цвет. Тогда это самое горячее масло мы заливаем в красный молотый перец чили и перемешиваем. Зеленый же лук, оставшийся у нас на сковороде, мы его продолжаем готовить и добавляем туда лук и кабачок, прежде нарезанный, или те овощи, которые вы выбрали. Жарим мы это на среднем огне, помешивая. Добавляем в овощи соевый соус 2,5 столовые ложки и, если есть, то устричный соус пол столовой ложки. Также добавляем сахар в объеме 1 столовой ложки. Продолжаем готовить, помешивая. И закладываем перец чили, зеленый или красный, прежде нарезанный. Перемешиваем и добавляем следующий ингредиент. Это кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Все хорошо перемешиваем и можно добавить немного черного молотого перца. По вкусу вообще у нас будет острое масло красного перца, поэтому если сильно острое не любите, то черный перец можно и пропустить. Мы жарим овощи до полуготовности, чтобы они сохранили такой жевательный эффект. Мясо выкладываем на сковороду без масла
и готовим его на среднем огне, помешиваем. Как мы готовим мясо? Если вы любите сильно жареное, то сильно зажарьте мясо. Если любите более тушеное и чтобы немного соуса осталось, то тогда готовьте его так. Теперь кунжутные семена 2 столовые ложки мы перемалываем в ступке пестиком. Для чего это делается? Для большего, более насыщенного вкуса или аромата. Вообще можно этого не делать, если не хотите, просто оставьте семена целыми. Теперь мы кладем лапшу в глубокую тарелку, разделив ее на 2 порции, конечно, половину овощей выкладываем сверху одну порцию, половину другую, и затем уже поверх мяса. Сервируем. И уже затем сверху мы поливаем тем самым острым маслом зеленого лука, который мы приготовили. Его можно хранить в какой-нибудь стеклянной баночке и вот так вот использовать, когда хотите, заправлять им что угодно, что вы любите. Потом кунжутные семена сверху и отваренное яйцо вкрутую мы разрезали напополам на 2 порции. И все, наше блюдо готово. Осталось теперь только все, что мы так красиво укладывали и сервировали, так-таки хорошенько с друг другом перемешать и, собственно говоря, наслаждаться едой. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии, поделитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно. И приятного вам аппетита!